Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки и за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими веселыми ниточками. Покажу вам сегодня новый узорчик. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Летняя, демисезонная, зимняя. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Возможно, из вашей пряжи он будет выигрышно еще смотреться. Итак, кому понравились также, да, заинтересовали данные ниточки, рассказываю. Называются они Папатья Батик. Пока не забыла, сразу назову вам цвет. Цвет 14. Вот такой вот интересный, переходящий все цвета радуги. Дальше. Моточки, смотрите. 100 грамм. В 100 граммах 360 метров. И по составу это 100% акрил. Здесь нам советуют производители брать крючок спицы 3,5-4. Дело в том, что я данную пряжу уже вязала. Ну и для моего узорчика, он будет у меня сегодня плотненький, я возьму крючок чуть потоньше. Я возьму сегодня вот 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете по аннотации, какой вам предлагают брать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная, вы все поймете. Те, кто уже умеют работать со схемками, можете работать самостоятельно. А те, кто еще не умеет, повторяйте за руками, но обязательно обращайте внимание на схемку, что мы провязываем и как обозначается тот или иной элемент, и так вы быстрее научитесь работать со схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте, например, я наберу 3 раппорта, это будет 36 воздушных петелек. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился, вы увидите. Итого 36 плюс 1 я набираю 37 воздушных петелек, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот моя цепочка, мой будущий образец. Далее новичкам я рекомендую, как и в многих узорчиках, сделать вспомогательный ряд. Если вы уже опытные мастерицы-мастера, то вы можете уже приступать к узорчику. А мы с новичками провяжем ряд столбиками с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Первые 3 петельки это тоже столбик с накидом, и получается 3 петельки стоят на 4-й. Поняли, да, откуда у нас 5 петелек? Накид. По порядку в следующую петельку цепочки провязываем точно так же столбик с накидом. И в следующую и во все последующие петельки цепочки вот так вот весь ряд провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть я, например, набрала 37 воздушных петелек, значит у меня должно получиться 37 столбиков. Все несложно. Если вы начнете непосредственно провязывать сразу же узорчик после воздушных петелек, новички могут, поначалу, конечно, запутываться. Поэтому мы с вами провяжем столбики, а в столбиках мы точно не запутаемся. Итак, смотрите. Первые 3 петельки это столбик с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся и будем дальше провязывать узорчик. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наш вспомогательный ряд, столбики с накидом. Все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь по порядку. Вот мы первый столбик провязали, получается. Дальше во второй столбик
нырнули и провязали столбик с накидом. И по порядку в третий столбик, вот верхушечка, нырнули и провязали столбик с накидом. И получается у нас вот такие вот 3 столбика будут с краешку. Мы будем так каждый ряд начинать. Дальше воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый. Сделали накид и провязываем столбик с накидом. Считаем. 1. Накид. Сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. 2. Сюда же опять столбик с накидом. 3. Сюда же столбик с накидом. 4. И сюда же столбик с накидом 5. И у нас с вами получился вот такой вот веерочек. Дальше воздушная петелька. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 в четвертый. Вот таким вот образом провязываем. Столбик с накидом 1. Дальше по порядку идем. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. В следующий столбик с накидом 3. Дальше столбик с накидом 4 и столбик с накидом 5. По итогу у нас получается вот такая вот картина. Вот эти вот первые 3 столбика, вот они мы их уже провязали. Вот они первые 3, значит дальше будет повторение. Опять воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3 и в четвертый провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. Опять веерочек. Столбики, веерочек, столбики, веерочек. Воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И с четвертого опять начинаем провязывать 5 столбиков по порядку. 1, 2, 3, 4 и 5. Поняли, да? То есть чередуете столбики, веерочек, столбики, веерочек, столбики, веерочек, столбики, веерочек на ту длину образца, которого вы провязали. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Итак, смотрите, когда вы провязали до конца ряда, так как мы заканчиваем ряд, точно так же, как и начинали. Вот 3 столбика, так мы начинали, и заканчиваем тоже 3 столбиками. Так будет в каждом ряду. 1, 2 провязали, и там, где у нас 3 петельки подъема предыдущего ряда, делаем накид и в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом. Все, вот они наши 3 столбика, ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Над столбиками провязываем столбики. Столбик с накидом 1. Видите? Прям четко над каждым столбиком столбик. Столбик с накидом 2. И вместе с 3 петельками подъема получается 3 столбика. 1, 2, 3. Как я уже говорила, мы будем так начинать каждый ряд и заканчивать каждый ряд. Дальше смотрите внимательно. Воздушная петелька, накид. Вот наш веерочек. Вот первый столбик веерочка. Беремся вот за верхушку первого столбика и провязываем обычный столбик с накидом. Есть. А теперь внимательно делаем 2 накида. И смотрите, 2, 3, 4 считаем столбики. И за 4 столбик, смотрите, как беремся. Сзади наперед, вот таким вот образом. Столбик у нас перед крючком. Так. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Мы с вами провязали рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Когда узорчик вырастет, рельеф будет очень красиво подчеркивать узорчик. Дальше воздушная петелька. Опять делаем 2 накида. 1, 2. Теперь мы должны будем вернуться назад, вот ко второму столбику. Первый провязали, ко второму столбику. Смотрите, точно так же захватываем столбик сзади наперед, вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Ну, как бы вот такой крестик у нас получился.
Остается у нас последний столбик нашего веерочка. Вот он. Мы его провязываем обычным столбиком с накидом. Видите? Из веерочка вот такая вот картина по итогу получилась. Дальше воздушная петелька. И там, где наши 5 столбиков, мы провязываем, как обычные, 5 столбиков с накидом. Тут без изменений. Раз. Два. Три. 4 и 5. То есть над столбиками будут столбики каждый ряд. Тут без изменений. Как вам? Давайте еще раз провяжем наш веерочек. Воздушная петелька. Первый столбик у нас обычный столбик с накидом. Дальше мы делаем 2 накида. Шагаем до 4 столбика. Раз, два, три, 4. 4 столбик. Захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. 2 накида. Возвращаемся ко второму столбику. Вот первый, второй. Захватываем точно так же сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Опять получился крестик, видите? И заканчиваем наш, получается, вот этот веерочек провязывать. Вот последний столбик, обычный столбик с накидом. Вот очередной такой вот интересный выпуклый крестик. И все, и опять дальше воздушная петелька, и над столбиками мы провязываем столбики. Все, несложно. Смотрите на схемку. Если что, перематывайте видео, повторяйте, у вас все получится. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот мы провязали наши выпуклые крестики, ничего сложного, все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как мы заканчивали предыдущий. Вот над столбиками столбики, да, и там, где у нас 3 петельки подъема, накид, и в 3-ю петельку аккуратненько провязываем столбик с накидом. Все, 3 столбика с накидом, как мы и договаривались. 3 столбика мы начинаем ряд, 3 столбика заканчиваем. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, 3, поворот. Наши столбики, мы уже знаем, что мы здесь провязываем столбики. Столбики у нас с накидом. Есть. Дальше, смотрите, делаем воздушную петельку. И там, где у нас вот ножки, получается, нашего крестика, помните, да? А между ними была одна воздушная петелька. Вот, беремся, получается, за эту воздушную петельку и в нее, вот в эту арочку, провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и 5. И у нас сформировался веерочек. Видите? Точно такой же веерочек мы с вами провязывали вот в нашем первом ряду. Опять воздушная петелька. И над столбиками столбики. Тут без изменений, тут все понятно. 5 столбиков с накидом. Раз. 2. 3. 4. 5. Угу. Воздушная петелька. И опять между двумя ножками нашего крестика, там где арочка из воздушной петельки, провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Провязываю быстро, потому что мы с вами такой ряд уже вязали. Самый-самый первый ряд. Воздушная петелька и переключаемся на наши столбики. И все. И вот так вот до конца ряда. То есть вы по итогу повторяете самый первый ряд. Все, давайте, несложно у вас получится. В конце ряда встречаемся. Так, вот все ровненько, аккуратненько. Провязали мы в веерочки. Заканчиваем ряд так же, как предыдущие ряды. Раз столбик, 2 столбик. И там, где 3 петельки подъема, провязываем в 3-ю петельку 3-й столбик. Все, несложно, вы уже умеете. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Опять там, где наши столбики, мы провязываем столбики с накидом. Тут без изменений. Каждый ряд мы начинаем 3 столбиками с накидом.
Теперь смотрите, воздушная петелька, накид. Вот наш веерочек. Мы будем провязывать точно так же, как второй ряд нашего узорчика. Повторим. Первый столбик провязываем обычный столбик с накидом. Дальше 2 накида. Четвертый столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Дальше у нас идет воздушная петелька, 2 накида. Возвращаемся ко второму столбику, провязываем точно так же рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. У нас формируется крестик, да, такой объемный. Последний столбик провязываем обычным столбиком с накидом. Помните, да, как мы провязывали наши вот эти крестики? Тут все то же самое. То есть мы повторяем второй ряд нашего узорчика. Воздушная петелька. И там, где наши столбики, мы провязываем столбики с накидом. То есть здесь вообще без изменений. Мы с вами уже провязали, получается, вертикальный раппорт нашего узорчика. Он состоит из 2 рядов. Дальше будет просто повторение. То есть вы будете повторять каждые 2 ряда. Ничего сложного нет. Видите? Вот мы провязали веерочек, крестик. Веерочек, крестик. Дальше будет веерочек, крестик, веерочек, крестик, веерочек, крестик. Ничего сложного. Вот, получается, у нас сторона это будет лицевая. Здесь видно крестик очень хорошо. А другая будет изнаночная. Давайте увеличим наш образец в несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится необычно, красиво, интересно. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, что у меня по итогу получилось. Вот такой вот узорчик. Он простой, совсем, да, не такой незатейливый, но за счет рельефных столбиков он, конечно, приобретает такую загадочность, изюминку, согласитесь, да? Узорчик, конечно, получается односторонним, это имейте в виду. То есть вторая сторона изнаночная, она, видите, она ровненькая, тут как бы рельефы не подчеркивают, а с этой стороны вот у нас вертикальные полосочки. Когда вы поймете принцип узорчика, количество столбиков вот между нашими веерочками, крестиками вы можете увеличивать, можете уменьшать в зависимости от того, в каком изделии вы будете применять данный узорчик. Вот таким вот образом выглядит цветовая палитра в узорчике. То есть если изделие будет намного шире, то, конечно, будет цвета по-другому немножко меняться, да, но все равно вы видите, как в моточке находятся цвета. Конечно, яркая, детская, так скажем, расцветочка, поэтому больше данная пряжа, конечно, подойдет детским вещам. Но включайте свою фантазию, пробуйте на различных пряжах. Летние, значит, будут летние вещи, зимние, значит, зимние, демисезонные, демисезонные. И попробуйте обязательно свяжите данный узорчик. Он очень простой. В копилочку ваших узорчиков, возможно, в каком-то непосредственно изделии он вас выручит. Давайте замерим нашу сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 37 воздушных петелек. Если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, у всех может быть все по-разному. Заранее провязывайте обязательно образец своей рукой. Вот 20 сантиметров у меня получается. И здесь узорчик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И первый наборный ряд. Так, сколько у меня здесь будет? Здесь 12 сантиметров. Вот из такой пряжи, из такого вот крючка, да, и моей плотностью вязания. У вас может быть больше, может быть меньше. Мои ниточки тянутся вот так вот и тянутся вот так вот. Ваши ниточки могут тянуться больше, могут тянуться меньше, либо вообще не тянуться. Поэтому тоже данные моменты учитывайте. Вот такой сегодня не очень сложный узорчик. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.